Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю приготовить знаменитый французский десерт тарт-татен. В основе этого тарта яблоки. Яблоки есть, по-моему, круглый год на любой кухне. И еще. Сегодня мы не только приготовим этот десерт, но и узнаем, как вообще происходит процесс съемок, подготовки к съемке, что остается за кадром, что остается после того, как все разойдутся. Уверена, вам будет это очень интересно. Также я познакомлю вас со своим незаменимым помощником, который бережно увлажняет мои руки в любых условиях. Один из моих фаворитов – крем Nivea. Ну что, начнем приготовление? Первое, с чего мы начнем, это приготовим песочное тесто. Для него нам понадобится 150 граммов муки, 130 граммов замороженного сливочного масла, то есть я только что достала его из морозильной камеры, 40 граммов сахара, 40 граммов желтков, 2 грамма разрыхлителя и 1 грамм соли. Отправляем в миску муку, разрыхлитель и соль. Перемешиваем венчиком, чтобы разрыхлитель соединился с мукой. Здесь рядышком соединяем желток с сахаром, берем кусок замороженного масла, окунаем его в муку и на мелкой терочке натираем. Снова опускаем в муку и натираем. Должна получиться крошка. Очень важно, чтобы масло у вас было хорошо охлажденным. Я использую такое замороженное масло, ни в коем случае не мягкое. Не комнатной температуры. Это важно. Если у вас все еще нет весов, но хочется приготовить что-то сладенькое, вы можете воспользоваться этим же рецептом. Я прописала под видео не только в граммах ингредиенты, но и в ложках, чашках. Так что готовьте с удовольствием. Все масло перетерли, получили вот такую крошку. Теперь перемешиваем желток с сахаром и отправляем к подготовленным сухим ингредиентам со сливочным маслом. И замешиваем тесто. Конечно, можно воспользоваться комбайном, все тоже очень быстро перемешать, но комбайном есть вероятность быстро прогреть сливочное масло, то есть перегреть тесто, поэтому руками мне этот замес нравится больше. Десерт этот очень простой, быстрый. Это вариант «Гости на пороге», куча яблок. По-моему, яблоки есть всегда у всех, в любое время года. Все, сильно не вымешивайте тесто, чтобы оно не нагревалось от тепла ваших рук. 2 листа пергамента перекладываем на один тесто. Наш тарт-татен будем выпекать вот в такой разъемной форме. Диаметр этой формы 22 сантиметра. Наше песочное тесто необходимо раскатать в круг того же диаметра. Накрываем вторым листом пергамента и аккуратненько скалочкой так разглаживаем тесто. Я периодически замеряю. Так, вот практически то, что нам нужно. Буквально на полсантиметра меньше. Вот. Все. Накрываем тесто вторым листом пергамента. Отправляем наше тесто в холодильник приблизительно на 30-40 минут. Паш, тут часики. 30 минут. Все. Кстати, по поводу того, что происходит за кадром и как вообще пробегают эти 30 минут. Они не пробегают, у меня есть заготовка, заготовленный такой же кусочек теста в холодильнике, который пролежал уже больше 30 минут, но хуже ему не стало. Пойдемте покажу. Так вот, сейчас я вам покажу, что у меня в холодильнике. Это то тесто, которое мы сейчас приготовили с вами. И вот вариант уже подмены, заготовка. Какое же оно будет через полчаса. Эти подмены, конечно же, я приготовила заранее. И у меня здесь много таких подмен. А вот эти промаркированные стаканчики все, это развешенные ингредиенты, чтобы не тратить время ни в кадре, ни за кадром на это вот в день съемки. Поэтому здесь для каждого десерта отдельно вот все разложено. Но больше всего времени занимает не это, а несколько другое. Это вот такие готовые уже изделия. Здесь у меня и штоллен, и слезы ангела,
ангела торт и вот такие вот очень вкусные печенья с предсказаниями. На это у меня уходит приблизительно 2-3 дня, и вы можете себе представить, сколько мне приходится возиться с водой, сколько приходится перемыть посуды. И, конечно же, страдают мои руки, а мои руки – это визитная карточка. Всегда должны быть красивыми в кадре, а кожа рук увлажненной и защищенной. Именно поэтому со мной всегда и везде крем Nivea. Что самое интересное, эта формула хорошо увлажняет, делает кожу рук мягкой, а также подходит для лица и тела. Поэтому в моей жизни этот крем универсальный во многих ситуациях. Ну что, продолжим приготовление? Приготовим начинку яблоки в карамели. Для нее нам понадобится 4-5 яблок, 150 граммов сахара и половинка стручка ванили, или же ванильный сахар, или ванилин, как вам больше нравится. Я буду использовать ванильный стручок. Итак, с чего начнем? Приготовим карамель. Возьмите сотейник обязательно с толстым дном, так сахар будет лучше плавиться. И засыпьте сахар в сотейник. Это называется сухая карамель. Ставим на огонь. Огонь должен быть чуть выше среднего. И смотрим, как сахар плавится. Доводим до состояния темной карамели. После того, как вы увидите, что сахар уже снизу подтопился немножко, можно взять термостабильную лопаточку, вот такую или деревянную, и помешивать так, чтобы сахар равномерно плавился. Все есть, смотри, красивая. И переливаем теперь нашу карамель на пергамент, для того, чтобы она остыла. Так, отставляем в сторонку. Теперь берем стручок ванили. Половинки ванили будет достаточно. Разрезаю вдоль. Кстати, детально о ванили я рассказывала в видеоуроке по приготовлению соленой карамели. Отправляем ваниль сюда, в карамельку. Какой у нее странный, интересный способ смешивать карамель с ванилью. И пока карамель остывает, можно почистить и подготовить яблоки. Тут у меня заготовки нет, потому что яблоки потемнеют и уже не схитрить. Нельзя будет взять почищенные яблоки. Разрезаю яблоко на 4, достаю сердцевинку. Нам понадобятся вот такие четвертинки. Теперь мы берем нашу карамель, ломаем ее на небольшие кусочки. Все это отправляем сюда. Теперь пробиваем карамель до состояния крошки. Готово. Включаем духовку на 180 градусов с конвекцией, с обдувом. Форма наша, диаметр 22 сантиметра, как я уже говорила. Пергамент. Половину нашей карамельной крошки высыпаем. Выкладываем яблоки. Вы должны помнить и понимать, что тарт-татен – это перевернутый тарт, поэтому мы сейчас укладываем его как бы вверх ногами. Поэтому яблоки укладываются некрасивым срезом вверх, а вся красота должна быть на дне. Уложили яблоки, карамельная крошка, присыпаем. Есть несколько способов приготовления вообще тарт-татена. Первый, классический, нам больше известный многим, это когда вы готовите карамель, заливаете ее на дно формы, выкладываете яблоки. Яблоки, попав в духовку, пускают сок, топят этот пласт карамели. Есть вероятность, что весь пласт не растопится. Поэтому я предлагаю вам другой способ. Вот такой, с карамельной крошкой. Таким образом, яблоки прям пропитаются этой карамелью. Уверяю вас, этот способ намного лучше. Последний этап – накрыть яблоки отдохнувшим тестом. Наше подготовленное тесто, пласт, снимаем с одной стороны пергамент, снимаем с другой стороны пергамент и накрываем сверху вот так вот яблочки. Ляп. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 30-35 минут. Аромат будет. Тарт-татен уже готов, достаем его из духовки. Так, и теперь, пока он еще горячий, его нужно перевернуть. Берем тарелку, форму, переворачиваем, отстегиваем форму,
и снимаем форму. И вуаля, наш яблочный тарт-татен готов быстро, легко и безумно вкусно. Эти яблоки в карамели с кусочками ванили шикарно. Пока он еще тепленький, нужно обязательно съесть кусочек. И пока еще основа не сильно размокла, она еще такая чуть хрустящая. Очень много, кстати, зависит еще от яблок. Если брать сорта, такие как Golden или Granny Smith, яблоко держит хорошо форму до последнего, как бы не очень хорошо объединяется с тем же тестом, с этой карамелью. А если взять такие сорта, как Gala, Чемпион, оно немножечко трескается сверху яблоко, но такое мягкое и на контрасте с хрустящей основой. Это очень вкусно, очень-очень. Обязательно приготовьте этот десерт. Бомба. И кушайте, пока он еще чуть теплый. И не ставьте его в холодильник. Из холодильника он абсолютно никакой. О, боже. Ну вот, как я вам и говорила, все ушли, а я Золушка. Мне достались сливки от съемок. Все, давай, пока. Так,